Это произошло, когда я училась в школе. Однажды вечером, моя мать с отчимом куда-то ушли, то ли на концерт, то ли в гости к друзьям, я уже точно не помню. Я осталась дома одна и корпела над уроками. Я была одной из тех девочек, которые стараются сделать абсолютно все уроки, сидя за учебниками и тетрадками до самого позднего вечера. Мой стол был расположен так, что я сидела лицом к окну, а дверь в комнату была у меня за спиной. Я любила делать уроки в наушниках, слушая музыку. Родители уехали приблизительно в 18 часов ровно, и все время, пока их не было, я сидела у себя за столом, не снимая наушников. Иногда я выглядывала в окно и смотрела на дождь, разыгравшийся на улице, и сверкающие за окном молнии. Я не выходила из-за стола. Родители вернулись в 23 часа ровно. В какой-то момент я сняла наушники, а произошло это всего за несколько минут до прихода родителей, и услышала, как открылась входная дверь. Через несколько секунд я услышала, как мама зовет меня. «Арина!» — крикнула она. «Что здесь, черт возьми, произошло?» Не понимая, в чем дело, я вышла из-за стола и направилась к ним. Мою комнату от гостиной отделял лишь небольшой коридор. Через мгновение я оказалась рядом с родителями. Мать выглядела сердитой. Она указала на ковер, сказав: «Это ты сделала. Ты что, приводила сюда какого-то друга?» Я посмотрела вниз. Весь ковер был измазан грязными следами. Я отчаянно начала объяснять ей, что понятия не имею, откуда взялись эти следы, и что весь вечер я сидела за столом, делая уроки. Выражение маминого лица постепенно сменилось с гневного на встревоженное. Потом в ее глазах я прочитала испуг. Мы немедленно начали изучать следы, чтобы понять, откуда они взялись. Оказалось, что они идут от нашей задней двери, которую мы обычно не запирали. Но мы заметили кое-что еще. Следы начинались у задней двери, но нигде не было видно следов, выходящих за двери. Потом мы услышали какие-то стуки в нашем доме. Наша передняя дверь открылась, а потом с громким звуком захлопнулась. Мама достала телефон и позвонила в полицию. Она буквально кричала: «Пожалуйста, приезжайте как можно быстрее. Кто-то проник в наш дом». Через какое-то время полицейские приехали. Они обыскали весь дом, но никого не нашли. Потом офицер задал нам вопрос, чья комната находится слева по коридору. Родители посмотрели на меня, и я сказала офицеру, что это моя комната. Он попросил нас проследовать за ним. Пока мы шли за ним, мы увидели, что следы, которые шли от задней двери, вели в коридор, к комнате родителей, потом разворачивались и обрывались возле дверей в мою комнату. Потом офицер указал нам мою дверь, которая была открыта весь вечер. На ней черным маркером было написано: «Я пришел 20 часов 47 минут, я вижу тебя 20 часов 53 минуты. Ты не закрыла заднюю дверь 20 часов 59 минут. Ты такая прилежная ученица 21 час 24 минуты. Обернись 20 часов 47 минут, посмотри на меня 22 часа 15 минут, посмотри на меня 22 часа 37 минут, посмотри на меня 22 часа 49 минут, посмотри на меня почти 2 часа». Кто-то стоял у меня в дверях и смотрел на меня. До сих пор я даже не решаюсь подумать, что могло случиться, если бы я обернулась и посмотрела назад.